Всем привет! Это Лена. Я очень рада всех видеть на своем канале. Сегодня я вам расскажу свою американскую историю, о том, как все-таки я попала в Америку. Если вы не видели про мою жизнь в Германии и о том, что такое вообще программа Au Pair, ссылку вы найдете в описании. Кто еще не подписан на мой канал, нажимайте сюда, чтобы не пропустить мои новые видео. Я уже рассказывала о своем плане. Я хотела уехать в Америку через Германию. Итак, когда я была au-pair в Германии, я зарегистрировалась на таких сайтах, как aupair.com, Au Pair World и многие другие. Это сайты, где вы можете найти семью, и семья может найти вас. Но агентство вам в любом случае надо, так как они выступают посредником и выступают вашим спонсором по приезду в страну. Но в чем разница, если вы идете изначально в агентство, вам предлагают семьи, либо вы регистрируетесь на сайтах, и как бы вы сами выбираете, какую семью вы хотите. В принципе, вы можете совмещать два дела одновременно, и так, и так. В общем, в моем случае получилось, что я изначально нашла семью, а потом мы стали искать агентство. Семья это мне написала в июне месяце, а зарегистрировалась я там в январе. На самом деле я уже и забыла, ничего там толкового такого не было. С семьями я общалась как-то все безрезультатно, то мне не нравилось, то я им не нравилась. И я уже на самом деле потеряла надежду уехать в Штаты как au-pair, тем более у меня была возможность остаться в Германии, что я изначально планировала сделать. Но случилось так, что в июне месяце я поехала в отпуск, и мне написала семья. Написала она с того сайта aupair.com, я думаю, не уверена. В общем, написали, что они нашли мою анкету, и я им очень понравилась, так как мама там была русская, а папа немец. И главные их требования были, чтобы девочка говорила на русском, на немецком и на английском. И я была идеальным кандидатом. Несмотря на то, что там были маленькие дети, двойняшки, две девочки по 7 месяцев, у меня не было на тот момент опыта работы с такими маленькими детьми, с грудничками. Это их, в принципе, не напугало, поэтому, девочки, не бойтесь, пробуйте, пишите, что вы готовы тоже поехать к таким маленьким деткам. Это на самом деле не все так страшно. Моя семья, мама, все переживали, что как же я так, не имея никакого опыта с детьми, поехала, а на самом деле все сложилось очень замечательно. И опыт я приобрела, который в дальнейшем, я уверена, мне пригодится. Итак, мы с семьей нашли друг друга, мы попереписывались, решили, что мы хотим сотрудничать. Нам оставалось выбрать агентство. Почему агентство должно быть хорошее? Если происходит такая ситуация, как произошла у меня в Германии, когда меня выставили на улицу, а буквально сегодня я узнала еще третью такую историю за свою жизнь. Поэтому, девочки, я очень настоятельно рекомендую серьезно подходить к выбору агентства. Это люди, которые будут вам помогать и, я не знаю, вас поддерживать на протяжении всего au-pair-овского вашего года. В обязанностях моего агентства, точнее в представителях моего агентства, в Interexchange, на Украине это европейские стандарты, у них прям прописано, что если какие-то проблемы с семьей, они обязаны принять вас у себя дома, то есть дать вам какую-то возможность пожить у них в случаях как бы непредвиденных, что я считаю очень важно. По каким критериям мы выбирали агентство? Агентств очень много, не все сотрудничают с Украиной, но для нас было важно не только репутация агентства, которое находится в Украине, но и то самое агентство-партнер, которое находится в США. Почему именно Interexchange? Они находятся в Нью-Йорке. Вы, наверное, знаете или читали на сайтах любых агентств, что по приезду в Америку у вас проходит неделя orientation. Это 4 дня, когда вас учат, рассказывают все про детей. Кстати, очень классная штука, мы потом подробно это все обсудим. У вас как тренинг, причем нам рассказывали не только про детей, но о том, и как проходит акклиматизация в другой стране, как вы привыкаете, как вы будете себя чувствовать, когда вы будете чувствовать себя хорошо, плохо, это очень все важно знать. Какая-то нация американцы, как они себя ведут, в общем, знания просто потрясающий. Тренинг мне тоже безумно понравился. И они этот тренинг проводят в Нью-Йорке. То есть не все агентства имеют локацию в Нью-Йорке. Некоторые были во Флориде где-то, некоторые в Нью-Джерси, в соседнем штате. Но суть не в том. Во-первых, я ехала изначально в Нью-Йорк, и мне хотелось, чтобы мне показали город, чтобы я уже могла на выходные как-то приехать и немножко погулять по нему. Во-вторых, это хорошо для тех девочек, которые уезжают далеко от Нью-Йорка. То есть у них есть возможность недельку погулять по Нью-Йорку, посмотреть на Таймс-сквер и уехать себе в свою семью.
Вы, находясь в Америке по программе Au Pair, обязаны посещать ежемесячный кластер-митинг, то есть это как бы встреча всех Au Pair, и у вас есть куратор, который ведет вашу группу, вас поддерживает, отвечает на все ваши вопросы. Точно так же перед приездом он приходит, проверяет, где вы будете жить, соответствует ли эта комната всем правилам, требованиям, общается с этой семьей, заполняет все документы, с вами, вам звонит отдельно, лично, спрашивает, как вас семья, устраивает ли вас все. В общем, он решает все конфликты, которые происходят между вами и семьей. Соответственно, вот этот организатор, этот человек, он в разных агентствах работает по-разному. Есть агентства, которые имеют только одного такого человека в Нью-Йорке. То есть вы представляете, Нью-Йорк, пригород, это огромное количество девочек, и все на одного человека. И я даже не думаю, что там это реально как-то уследить за всеми, обзвонить всех или там порешать какие-то проблемы. Соответственно, и встречи проходят в одном каком-то, может быть, не всем удобном месте. Я жила в пригороде, мне до Манхэттена было меньше чуть часа ехать, но все равно ежемесячно, особенно вечером, если мне было бы совсем неудобно туда кататься. В Интер-Эксчейнже у них эти локации в каждом, я даже не знаю, маленьком как районе, что ли. То есть я изначально познакомилась с девочками, живущими прямо возле меня. То есть вы знакомитесь со своими соседями. Это очень удобно, потому что девочки живут в 5, 10, 15 минутах от вас. Я, например, вообще не водила, поэтому они могли меня приехать на машине забрать, приехать на машине отвезти, да просто попить кофе посреди дня. Особенно те девочки, которые днем они свободны, так как дети в школе. У них вообще отличная возможность. Они и на шопинг вместе ездили, и отдыхать вместе ехали, и вечером в кино сходить в районе. В общем, это супер удобно иметь знакомых в твоем собственном районе. И не кататься непонятно куда и непонятно зачем. В общем, выбор наш упал на это агентство. Ссылку на него я оставлю в описании, кому интересно. Итак, я приехала в свою американскую семью. Это было потрясающе. Очень дружелюбно меня встретили, приняли, за что я им благодарна. Как и первая семья, так и вторая. Слава богу, у нас все было замечательно на протяжении всего года. Что здесь входило в мои обязанности? Утром мне надо было забрать девочек, покормить их. У меня были дети маленькие, поэтому все стандартно. Поесть, поспать, поиграть. Обратно поесть, поспать, поиграть. То есть мы ходили с ними на улицу, играли, точнее, я их на коляске сначала возила, потом они уже подросли, начали бегать, мы выходили, покормить, то есть что-то приготовить мне не всегда даже нужно было, но это самая простая еда для детей. Я знаю, девочки готовят, некоторые в обед, когда у них есть свободное время, то есть до того, как придут дети со школы, они им готовят какой-то легкий обед. То есть они как бы и сами кушают, и детей кормят. Я была свободна около 5 часов вечера, и в дальнейшее время я уже как бы проводила в своем распоряжении. Девочки, я уже рассказывала, что некоторые работают, они утром собирают детей, отводят в школу, либо отвозят, смотря кто где находится. Если вы живете в Нью-Йорке, совсем вам не обязательно возить детей. Очень много кто ходит пешком, доводит, либо на автобус школьный сажает. Права у вас как бы все равно должны быть по условиям программы, но не обязательно вы им будете пользоваться. И они, соответственно, день свободный, и вечером пару часов они только работают. Хорошо быть au pair в Америке, потому что вы можете остаться на 2 года. То есть если в Германии ограничения есть всего на год, то в Америке вы можете продлить на 3, на 6, и на 3, по-моему, нельзя, на 6, на 9, либо на 12 месяцев вы можете остаться дольше. Большинство девочек, в принципе, так и делают, хотя бы на полгодика, либо на годик остаются и дальше живут своей семьей. Все-таки вы привыкаете, и это очень здорово на самом деле. Как вы уже видите, я до сих пор нахожусь в Нью-Йорке, то есть я не уехала после своего au-pair-овского года. Я его закончила, переехала в Бруклин, где мы сейчас с вами и находимся. Просто работаю бухгалтером, если кому-то интересно. Отпуск в Америке 2 недели. То есть если в Германии вы можете отдыхать месяц, то в Америке только 2 недели. Я знаю, девочки, некоторые договариваются с семьями, они работают больше на протяжении всего года, но за это они как бы месяц свободны. Либо наоборот, семьи куда-то уезжают, и у них как бы получается такой вынужденный отпуск. Они отдыхают, но при этом это не считается, что они истратили свои эти 2 недели. Я за эти 2 недели просто поехала домой, так как я уже планировала оставаться в стране, и я понимала, что потом такой возможности у меня не будет в связи с документами, точнее, с их отсутствием. Вот, поэтому я свои 2 недели провела дома.
вы решаете уже сами. Девочки путешествуют, конечно, там Калифорния, все знаменитые места, это уже на ваше усмотрение. Еще меня спрашивали, говорят, что вот девочки очень сильно перерабатывают, особенно в Нью-Йорке, ходят какие-то такие слухи, что прям в рабство попадают. Как бы ничего подобного, да, есть действительно семьи, которыми этим пользуются, которые живут в самом Манхэттене, например, и они знают, что большой спрос, все хотят сюда попасть, поэтому, в принципе, они, возможно, делают график немножко не такой, как он должен быть по контракту. Но опять же таки, девочка не жалуется, все счастливы. Это уже зависит от вас. Для этого у вас есть локал-координатор, который с вами связывается, спрашивает, узнает, с которой вы можете все поговорить, обсудить. У нас была женщина, отношения очень доверительные, то есть она говорит, то есть она не рассказывала ничего там семьям, если мы хотели с ней посоветоваться о чем-то личном. Она все прекрасно понимала, приглашала нас к себе домой, и это как бы нужные люди в вашей жизни, поэтому подумайте обязательно, с кем вы связываетесь и как вы едете, потому что от этого зависит весь ваш год пребывания в Америке. Также семья выделяет $500 на обучение au-pair. Вы сами решаете, что вы хотите учить. Многие девочки берут английский, я брала, есть специальная BMCC здесь колледж, который они больше специализируются на путешествии, то есть вы учите историю какого-то города и потом туда едете на выходные, что очень удобно и практично, вы и язык учите, и путешествуете одновременно. Но, опять же таки, это зависит абсолютно от вас. Если вы хотите к TOEFL подготовиться, вы можете взять эти курсы, абсолютно любые, главное вписаться в сумму $500. Некоторые семьи платят больше, если ваши курсы стоили, некоторые девочки доплачивают самостоятельно, если они хотят курсы взять подороже, но в принципе это реально вложиться в эту сумму за год. Что касательно прав в Америке, они действительно здесь очень нужны, особенно если вы живете в пригороде, не в таком большом городе, как Нью-Йорк. Чтобы добраться до магазина, мне пешком надо было минут 40-50, наверное, идти, что на машине занимает, конечно, всего пару минут. В основном девочки развозят детей в школу, со школы на всякие кружки, то есть это главная обязанность au-pair. Некоторые вообще работают просто как водителем в семье. Это и в принципе их вся обязанность, так как убирать по контракту мы не должны. У меня была уборщица, которая убирала, у многих других девочек, я знаю, тоже убирается кто-то в доме, поэтому от вас зависит только благополучие детей, особенно если они уже взрослого возраста, вы просто наблюдаете, чтобы они ничего себе там не сломали, помогаете с домашней работой, спать укладываете, в душ некоторых водите, то есть это уже зависит, как вы с семьей договоритесь и что они от вас будут ожидать. Получаете вы уже, знаете, $200 в неделю, с учетом того, что вы не платите за квартиру, за еду, это очень классно. Многие девочки собирают, тратят на путешествия, что еще большой плюс в программе au-pair в США, что у вас есть месяц попутешествовать по окончанию программы, то есть вы отрабатываете 12 месяцев, среди которых у вас есть 2 недели отпуска, а потом у вас есть 13-й, так называемый золотой месяц, вы его тратите на путешествие, то есть ваша виза действительно еще 1 месяц дополнительный, и вы тогда уже можете ездить и смотреть все, что вам хочется, хоть всю Америку вдоль и поперек. Что касается стоимости программы au-pair в США, так чем мне понравилось агентство, и еще, через которое я ехала, это тем, что они не берут никакой предоплаты. То есть вы им платите изначально, вся программа стоит $550. Они с вас берут $50 при регистрации, когда вы заполняете все документы. У вас будет анкета, там видео, надо будет снять, рассказать о себе, вся остальная информация. И потом вы уже, когда выбираете семью, когда вы уже проходите в посольстве собеседование, когда у вас уже виза на руках, когда вы уже 100% едете в Америку, вы оплачиваете эти оставшиеся $500, что очень важно. Я знаю, многие агентства берут предоплату, то есть вы изначально заплатили кучу денег, потом вам могут отказать в визе, вы вообще не попадете в эту страну. Либо берут какие-то депозиты, например, программа стоит $500 и еще $500 депозит, что вроде как по приезду в страну вам их возвращают. Соответственно, если вы не приезжаете в страну обратно, вам их не возвращают. Вообще $500 на ветер, это тоже, я считаю, не очень хорошо. Кто-то придумывает какие-то сборы для аэропорта, какие-то, честно говоря, я даже не знаю, как это называется, такого просто не существует. И некоторые агентства на этом зарабатывают деньги, поэтому будьте тоже внимательны. Почему я говорю, что обращайте внимание, почитайте источники, сравните цены, потому что все это настолько разное, и
Каждый делает так, как хочет. Что входит в эти $500? Это еще ваши билеты туда и обратно. То есть вы платите агентству и летите уже как бы за счет агентства или семьи, там, как они уже договариваются, что немаловажно. То есть у вас в расход идет эти $550 и $160, по-моему, виза стоит в посольстве США. То есть визу вы самостоятельно оплачиваете. Это все ваши расходы. Так что, девочки, всех вас жду в Нью-Йорке. Звоните, пишите, давайте здесь встречаться, организуем встречу ОПРовскую. Это будет очень круто. На самом деле очень много здесь ОПР, и все друг друга знают, и это очень здорово. Если у вас есть такая возможность, а если нет, обязательно ее найдите и приедьте, ощутите просто эту жизнь, этот уровень жизни. Я уверена, он вас очень удивит. Это просто потрясающая страна, которая ждет вас. Так что давайте, оформляйтесь, подавайте документы, пишите свои вопросы в комментарии. Я обязательно на них отвечу, сделаю все, что в моих силах. Я вас люблю, целую. Увидимся в следующих видео. Не забывайте, кстати, лайки поставить и подписаться. Пока-пока!